Счастье– это совокупность наших привычек и взглядов, результат того, как мы проживаем день. В этом видео мы посмотрим, какие именно привычки, какие хорошо отработанные навыки объединяют по-настоящему счастливых людей. Первый полезный навык– это не зацикливаться на вещах, которыми вы не можете управлять. Нужно четко разделять, на что именно вы имеете влияние, что вы можете и должны изменить, то есть предпринять конкретные действия, и что находится вне вашего контроля, на что вы не можете повлиять, как бы ни хотели. Если вы не можете ничего сделать, то и гонять в голове без конца негативные мысли об этом не стоит. Не забывать о правиле ДДС. Доброе дело сегодня, не завтра и не вчера, а именно сегодня. Постарайтесь сделать чей-то день лучше, помочь хотя бы одному человеку. Помощь может быть любой. Вы можете подставить плечо и помочь коллеге на работе, сделать домашние дела, которые обычно делает ваш супруг или супруга, оказать моральную поддержку человеку, который в ней нуждается, приободрить пусть даже незнакомого человека. Сделайте это безвозмездно, и вы почувствуете, насколько ваша жизнь стала полнее. Жить в чистоте и порядке. На Востоке даже есть поговорка, которая гласит, что невозможно навести порядок в голове, имея бардак в доме. Вид упорядоченных вещей и чистого пространства снижает тревогу и стресс. Кроме того, уборка еще и неплохой вид фитнеса. Обращать внимание на маленькие, но приятные моменты дня. Например, на поедание мороженого в парке в обеденный перерыв, на резвящегося рядом щенка, на красивые цветы, на интересный интерьер, на улыбки людей. Наш мозг привык концентрироваться на ярких негативных событиях. Пора научить его находить счастье в мелочах. Избавиться от интернет-зависимости. С приходом в нашу жизнь смартфонов проблема фокусировки внимания стала беспокоить большую часть населения от мала до велика. Детям тяжелее учиться в школе, взрослым взяться за задачи на работе. Постарайтесь постепенно снизить время, которое вы проводите за соцсетями и видеоиграми, и вы заметите, насколько легче вам станет концентрироваться на своих целях. Распорядок дня и циркадные ритмы. Одним из самых больших заблуждений является мысль о том, что спонтанность дарит свободу. На самом деле, чаще всего хаотичный и неспланированный день вызывает лишнее чувство стресса и тревоги, тогда как четкое расписание, наоборот, создает ощущение контроля. Мозгу легче фокусироваться на поставленных задачах, когда он четко знает, что через 30 минут вас ждет перекус в компании друзей, а вечером пробежка в красивом парке. Заниматься спортом. Дело в том, что во время занятий спортом организм вырабатывает гормон удовольствия и радости эндорфин, который помогает нам чувствовать себя лучше. Намного полезнее для хорошего самочувствия заниматься по 30-40 минут, но каждый день, чем давать телу ударную нагрузку 1-2 раза в неделю. Высыпаться. Такой знакомый и так часто игнорируемый совет. Полноценный сон снижает тревожность и дарит нам эмоциональную стабильность. Если у вас есть такая возможность, обратите внимание также на дневной непродолжительный сон. Сравнивать себя с собой вчерашним, а не с другими людьми. У всех у нас разный старт, разный уровень здоровья и энергии, разные жизненные обстоятельства. Поэтому, если вы хотите двигаться вперед, то цели нужно ставить для себя настоящего, объективно оценивая реальность и не зацикливаться на достижениях других. Понимать, что жизнь не идеальна. Плохие вещи происходят, и от этого никуда не деться. Никто в мире не застрахован от неудач и провалов. Единственное, что вы можете сделать в случае падения, это встать, отряхнуться и пойти дальше. Нет смысла валяться на земле и переживать об этом. Это были 10 привычек счастливых людей. Если у вас есть лайфхаки, как сделать свой день светлее и радостней, не забудьте поделиться ими в комментариях.